Екатерина Захарьева назначена еврокомиссаром по стартапам и инновациям. Шанс для страны или упущенная возможность? Эмоции в Болгарии. Джон Малкович под прицелом критики. Гениальная постановка или премьера пьесы, оскорбляющей болгарский народ? Болгария и США на шаг ближе к безвизовому режиму. Еще немного пиара и все получится. Привет, друзья! Это ТК Болгария Ньюс. Субъективная подборка, но объективных новостей за неделю. Екатерина Захарьева, представительница Болгарии, назначена еврокомиссаром по стартапам, научным исследованиям и инновациям в составе новой Европейской комиссии. Это решение было озвучено председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Европарламенте. Мнения в Болгарии разделились. Одни назвали назначение Захарьевой очень важным для Болгарии и для укрепления позиций Европы на мировых рынках. Другие, например, вице-президент страны Илияна Йотова, выразили разочарование, считая, что Болгария могла бы получить более значимый портфель, например, в сфере региональной политики. Сама Захарьева назвала этот портфель портфелем будущего, отметив его значимость для конкурентоспособности европейской экономики. Это потрясающе! В ноябре этого года в Народном театре Иван Вазов в Софии состоится премьера пьесы Бернарда Шоу «Оружие и человек». Ее представит всемирно известный актер и режиссер Джон Малкович. Это событие вызвало неоднозначную реакцию в Болгарии еще до своего начала. «Оружие и человек» была написана 130 лет назад и с тех пор неоднократно обвинялась в том, что оскорбляет болгарский народ. Более 100 лет пьеса не переводилась на болгарский язык, а ее постановка неоднократно запрещалась в разных странах. Сам Малкович, проводивший кастинг среди болгарских актеров, отметил высокий уровень их мастерства. Однако, несмотря на его комплименты и в адрес актеров и страны, общественные деятели и музыканты продолжают требовать отмены постановки, называя ее издевательством. Удастся ли Малковичу изменить общественное мнение и примирить разногласия, станет ясно в ноябре. У нас разные вкусы. Давайте спорить. Да, я вижу мир иначе, чем вы. На этой неделе столица Болгарии, София, отмечала День города. Своеобразным подарком стала высокая международная оценка качества столичного метро. Согласно исследованию компании Bounce, метро Софии признано одним из лучших в Европе. Оно занимает второе место в рейтинге. Рейтинг основывался на таких показателях, как количество станций, удобство пересадок, чистота и отзывы в интернете. Лучше софийского метро оказалась подземка в Осло. Она на первом месте. Ну а в тройке лидеров, кроме Осло и Софии, еще метро Афин. Министр иностранных дел Болгарии Иван Кондов и посол США Кеннет Мертон обсудили перспективы включения Болгарии в безвизовую программу США. Добро пожаловать в США. Thank you very much. До конца года в Болгарии планируется информационная кампания, направленная на повышение осведомленности граждан о процессе подачи заявлений на американскую визу. Власти полагают, что пиар-кампания поможет снизить процент отказов. Именно низкий процент отказов в американской визе – один из важнейших критериев для ее полной отмены. Кстати, миграционные специалисты говорят, что в оформлении американской визы в Болгарии нет ничего запредельно сложного. Процесс четкий и технологичный. Процесс оформления американской визы, он даже проще, чем оформление шенгенской. Человек должен доказать, что он не является потенциальным мигрантом. Последние визы были получены на 3 и 5 лет. Мы закладываем сейчас где-то в районе 21 дня. Ну а паспорт с готовой визой вам пришлют по почте. Если интересны подробности про это, ссылка на отдельный ролик есть в описании к этому видео. Совет министров Болгарии временно отменил действие антироссийских европейских санкций в отношении атомной станции Козлодуй, что позволит единственной ядерной электростанции страны продолжить сотрудничество с российскими поставщиками. Понятно, что причина такой меры в том, что большая часть оборудования и систем АЭС Козлодуй имеет российское происхождение. Но со стороны новость об отмене санкций выглядит очень странно, потому что идет вразрез со всем тем, что в последнее время говорили официальные лица. А говорили они исключительно о переходе на американское ядерное топливо и строительстве нового энергоблока с корейцами. А тут снова русские. Никогда такого не было, и вот опять. Это, друзья, все новости, которые мы для вас подготовили. Время прощаться. До новой встречи, до новой недели. Всего доброго. Пока.